Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях в Миннесоте библейской миссии находится Даниил и Руслан. Многие из вас, наверное, видели их, многие из вас видели вживую, общались с ними. Но сегодня они нам хотят сказать, немножко поделиться за то, что они пережили. Расскажи, Даниил, как долго ты ездил с траком? I traveled with a truck about 5 months now, almost 5 months. Еще сколько осталось? I have about 1 week left. Окей, то есть ты уже 5 месяцев проездил, и еще 1 неделя оставалась, да? Yes. Достаточно долгое время. Руслан, а ты сколько? Since February. С февраля, да? Yeah. И еще сколько будешь ездить? Till it gets to my church. Да, а когда твоя церковь? September. В сентябре, да? Yeah. То есть ты во время тогда, когда будешь в своей церкви, не будешь дальше путешествовать, уже хочешь дома быть, да? Yeah, that's it. Ясно. А есть кто вас заменяет? Yes, we have one guy that joined in 2 days ago with us, and he's going to be traveling with us so for the next week, and then I'm going home. He's going to stay with the Bible truck. Хорошо. То есть этот брат, который вы, возможно, скоро тоже увидите его видео, он представится о себе, скажет, чтобы молились о нем. И вот уже есть, он здесь, в Миннесоте, находится, поэтому благодарим Господа, что есть эти люди. Можете сказать хоть одно тестимони, свидетельство, что вам больше всего понравилось? Возможно, что-то в вашей личной жизни, или, возможно, что вы увидели в траке? All right, I'll start. We had, I believe it was in Syracuse. We had one small group go through. Was a mom with her kids. I believe her youngest child was 2 years old. Then the other one was 4, so he couldn't read yet. But after they went out of the truck, I gave every single one of the childs a small Bible, New Testament. The little kid, he couldn't even read, and he took the Bible, and he was just sitting there for probably half an hour while everybody else was jumping in the bounce house, and he was sitting there and staring at this Bible, like pretending that he could read it. Да, наверное, он мечтал, уявлял, представлял, что вот если бы я мог бы читать, я прочитал бы. Даниил сказал, что, кажется, в Сиракьюзе это было, когда одна семья прошла выставку Библию, там были несколько возрастов и один малыш, не помнишь, как его зовут? I'm not sure, no. Малыш 2 годика. Мы понимаем, что эти дети еще большинство не умеют читать. Он смотрел где-то полчаса на маленькую Библию, представлял, наверное, как свои старшие братья читают или что. Я надеюсь, кто-то запечатлел эту фотографию, на фотографии это. И когда ты ему покажешь, дай Бог, чтобы этого ребенка осталась вот такая жажда читать, вникать в Слово Божие. Руслан, что ты поделишься? So, I don't know how to phrase it. I mean, there's a lot of blessings, like testimonies. Да, мы of people, понимаем, что много, даже yeah. кое-что вы уже, наверное, забыли. Yeah, a lot of things we forgot. Something that stood out for me is the tour guides. Some of them, they could talk about the Bible, but like, I don't know, so some of them, I guess, talked to me personally and then just said certain things like they were not sure if they're saved. But even though, they could talk or talk to people about the Bible, how great it is. And like, I don't know, for me, my желание, my hope is that, is this something within the church? These are our people. My hope is that, not only is it for the people that we talk to, but it's for the people of the church to understand the salvation of God, not just by saying it, but also to live it out. So. Да, я согласен. Молодежь, братья, сестры, дорогие друзья. Действительно, есть такой момент, когда мы можем говорить о Боге, но наши слова не соответствуют нашей жизни или нашим разумом, нашим сердцем. Когда вот в данном моменте Руслан рассказал, что были экскурсоводы, которые рассказывали о Библии, но сами до конца не верили в то, что они говорили, или даже, возможно, не были спасены. Мы не знаем. Точно Бог знает. Но как бы хотелось, чтобы их пришел в этот день, когда они точно знали, что они спасены. Братья и сестры, этот библейский трак, возможно, тоже одна из причин, чтобы проверить, для чего мы там находимся. Что это такое? Верим ли мы в то, что написано, или принимаем как обычная другая книга? Вот как мы верим, это абсолютно определяет, где мы будем проводить вечность. Поэтому это самый важный вопрос, который, наверное, должен задаваться в траке, да? Когда
Когда люди выходят с трака, какие последние слова обычно вы говорите им? Последнее? Ну да. Ну, перед тем, как до свидания. Какой-то... Я говорю, always say that I hope that, you know, we could share so much stories about the Bible. But I hope that God is speaking to you through the Bible. That it's still living word talking to people. That's one of the last things I say. Я думаю, это очень хорошие слова. Что ты говоришь? Usually, because we usually end with the last wall, which talks about what famous people said about the Bible, and then has this question, what do you say about the Bible? So really, we try to get to the point, or really what I try to do is, I really want to not figure out for myself, but so people start thinking about really what it means to them, really, if it is part of their life, or if it's just any book that might be laying on the shelf. And really, it's like, yes, it could be just a book that is laying there, but really another thing besides just reading it, we really have to believe in it, and we have to know that Jesus Christ has come back to earth again. Everybody has to be ready for that. It's like because there's no escaping after that from it. So really we need to make it clear to people that really Jesus Christ is our only way to heaven, and it's like we can either accept him or reject him. There's only one thing we can do. И это на самом деле правильно. Вот, например, любая книга, которую мы прочитали, мы можем сказать, вот я начал читать, вот я закончил читать, вот это я принял для себя, и все. Но как ты говоришь, и как Руслан говоришь, да, когда дошли вот этот трак и рассказали о Библии, это только начало. Для христианин проверить свою жизнь, насколько он ценит Библию, а для неверующих позадуматься, да, и просить Господа, чтобы он начал менять им, и чтобы их начинала возрастать вера. Поэтому, братья и сестры, каждый человек, который прошел через эту выставку или еще пройдет, естественно, что он нуждается в нашей молитве. Просто помним, чтобы об этом молились. И сейчас мы будем заканчивать, но вас вы можете оставить пожелания, как и тем, которые еще пройдут через трак, как и тем, которые просто, они присутствуют, иногда, может, вы видите на Фейсбуке, пишут, мы молимся за этот проект. И как и тем, кто, возможно, есть желание быть экскурсоводом или даже ездить с траком. Просто, я не знаю, кому ближе лежит ваше сердце, оставьте пожелания. Alright, so I think one thing I really want everyone to think about, like through your whole life, not only when the Bible truck is there, not only if you're planning on going, but really anyone who might see it, who might not see it, who already went through it, is really, what does the Bible mean to you? What is the Word of God to you? Is it really the living Word? Because I've talked to people, and to them, they say, well, it has been changed so many times, people were rewriting it so many times, but still, it stayed the living Word, it stayed 100% accurate from even the times when it was just being written. So really, I hope to every one of you, it is really a personal thing in your life, and that you come to the point where you realize that really it is something for you, it is for you personally. Because yes, you can tell people that they should read it, but if it is not personal to you, it is not good to you. Да, спасибо. Кратко я скажу. Я знаю, что многие из нас понимают на английском языке, что говорит Даниил, но есть те, которые наши даже смотрят из других стран, Россия, Украина, Молдова, поэтому мы делаем так разнообразно, разным языком. Даниил сказал, что самое главное, чтобы Библия именно меняла наши сердца, было для нас персональным, ежедневным духовным питанием. И тогда будет успех. Независимо вы пройдете через эту выставку Библии или нет, но то, что там записано, оно имеет эффект для каждого человека, кто живет на этой земле, если он принимает его. Можете поделиться? This is taken from like few preachers that I heard, but some of the things that they say is, you know how there's a thing going on where let's put the Bibles back in schools, things like that. That's great and all, but just one preacher said, let's put the Bible back in our homes. You know, so then if we have it in our homes, and the people that go to church and actually read the Word of God, and not only just read it but fulfill it. We don't need more. We don't need we don't need a definition of Christianity. We need a more demonstration. You know, and if we put it back into our homes, then everyone would see it. We don't have to put it back into schools. So. Да, действительно правильно, как подметил Руслан, несколько проповедников говорили, что да, это более касается Америки, потому что в свое время Библия была в школах.
в свое время. Но так получилось, что сейчас совсем по-другому. Но как это проповедник сказал, не обязательно надо настаивать, чтобы вернуть Библию в школу. Но Библия, чтобы была в нашем доме. И это самое главное. Это то, что говорит Библия уже около 6000 лет. Чтобы мы читали ее дома. С детьми нашими, с родителями нашими. И тогда будет перемена в нашей жизни. Хорошо, мы благодарим, что вы были здесь. Совсем еще немного осталось вам с библейским траком ездить. Благословение вас. Я думаю, что люди, которые видели вас, будут дальше продолжать молиться о вас, о вашей персональной жизни. Благодарим, что вы смотрели это видео, что молитесь о нас. С Господом.